Всем привет! Сегодня приготовим торт чернослив в шоколаде. Это волшебный торт, который станет настоящим праздником в мире сладких удовольствий. Ароматный шоколадный бисквит и облако вкуснейшего крема, насыщенное орешками и черносливом. Сначала приготовим бисквит. В кастрюлю насыпаем 200 грамм сахара, 30 грамм какао, 120 грамм растительного масла и 100 мл воды. Все ставим на огонь. Постоянно перемешивая, варим смесь до кипения на огне чуть ниже среднего. Как только смесь закипела, снимаем ее с огня и оставляем остывать до комнатной температуры. Шоколадная масса остыла, готовим тесто дальше. Смешиваем сухие ингредиенты. 200 грамм муки просеиваем через сито. Сюда же добавляем пол чайной ложки соли, пол чайной ложки соды и 4 грамма разрыхлителя. Все перемешиваем. В отдельную миску разбиваем 5 яиц. Начинаем взбивать и насыпаем 50 грамм сахара. Взбиваем, пока яйца не увеличатся в объеме минимум в 2 раза. Во взбитые яйца наливаем уже остывшую шоколадную смесь. Все перемешиваем. Сюда же добавляем подготовленную мучную смесь. Все хорошо перемешиваем. Готовое тесто перекладываем в форму для выпечки, застеленную пергаментной бумагой. Диаметр моей формы 21 см. Ставим в духовку, разогретую до 180 градусов. Выпекаем бисквит примерно 45 минут. Ориентируйтесь по своей духовке. Готовность бисквита проверяйте деревянной палочкой. Она должна быть сухой и чистой. Готовый бисквит оставляем на столе остывать. Бисквиту желательно дать настояться несколько часов. У меня бисквит простоял ночь. Остывший бисквит достаем из формы. Разрезаем его на 3 одинаковых коржа. Верхушку бисквита оставляем, она понадобится для украшения торта. Готовим ингредиенты для начинки. 120 грамм грецких орехов выкладываем на сковороду. Обжариваем орехи на небольшом огне примерно 10 минут, периодически перемешивая. Готовые орехи снимаем с плиты и даем им немного остыть. Орехи нарезаем ножом на более мелкие кусочки. Вместо грецких орехов можно использовать фундук. 200 грамм чернослива моем и заливаем кипятком. Оставляем на 10 минут. Через 10 минут с чернослива сливаем воду и нарезаем его на небольшие кусочки. Готовим сироп для пропитки бисквита. В миску наливаем полстакана воды и насыпаем полстакана сахара. Ставим на огонь. Сироп доводим до кипения, кипятим 1 минуту и снимаем с огня. Сиропу даем остыть. Готовим крем. Творог кладем в измельчитель. И добавляем 2-3 столовые ложки сгущенного молока. Все измельчаем до однородности. Всего понадобится 500 грамм творога. Я его измельчала в 2 подхода. Вместо творога можно использовать сливочный или творожный сыр. 200 грамм мягкого, но не растопленного сливочного масла кладем в миску. Немного его взбиваем. К маслу в 2 подхода добавляем сгущенку. Опять все взбиваем. Всего понадобится 1 банка сгущенного молока весом 380 грамм. Также в этом креме по желанию можно использовать вареную сгущенку. В получившуюся смесь масла и сгущенки добавляем измельченный творог в 2 подхода.
все перемешиваем. Крем готов. Складываем торт. Кладем первый корж бисквита. Ставим кулинарное кольцо. В середину между кольцом и коржом ставим ацетатную пленку. Зажимаем кольцо до размера бисквита. Бисквит пропитываем сахарным сиропом. Кладем часть крема. Распределяем его по коржу. Рассчитываем крем так, чтобы 3-4 столовых ложки крема остались для украшения торта. Насыпаем половину приготовленных орешков. Равномерно выкладываем половину нарезанного чернослива. Чернослив можно заменить курагой или изюмом. Сверху наносим крем. Равномерно его распределяем. Накрываем вторым бисквитом. Его тоже пропитываем сахарным сиропом. Кладем крем и распределяем его по коржу. Посыпаем орешками. Выкладываем чернослив. Сверху опять наносим крем. Накрываем третьим коржом. Его тоже пропитываем сахарным сиропом. Сверху наносим небольшой слой крема и равномерно распределяем его по коржу. Должно остаться еще 3-4 столовых ложки крема для украшения торта по бокам. Торт ставим в холодильник настаиваться минимум на 4 часа, а лучше дольше. У меня прошло 7 часов. Готовый торт вынимаем из холодильника и снимаем кулинарное кольцо. Торт переставляем на блюдо, на котором будем подавать его на стол. Снимаем ацетатную пленку. По бокам торт смазываем оставшимся кремом. Если вдруг крема не осталось или вы забыли его оставить для украшения, то можно взбить примерно 50-70 грамм мягкого сливочного масла с сахарной пудрой и обмазать торт, или смешать пару столовых ложек сметаны с сахаром. Верхушку бисквита ломаем на кусочки и кладем в измельчитель. Измельчаем в крошку. Приготовленной крошкой посыпаем бока торта. Удобно это делать шпателем или силиконовой лопаткой. Сверху по краю торт тоже посыпаем бисквитной крошкой. Лишнюю крошку убираем с блюда. Торт готов, можно подавать на стол. Торт чернослив в шоколаде получился очень вкусным и красивым. Для приготовления такого торта понадобятся только доступные ингредиенты. Он прекрасно подходит для любого праздничного стола. Обязательно его приготовьте, это очень вкусно. Если вам понравился рецепт такого торта, то обязательно ставьте лайк и пишите комментарии. Подписывайтесь на мой канал и нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. С вами была Оксана Пашко. Готовьте вкусно, готовьте с удовольствием.